Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 23 января, четверг. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с главной темы выпуска. Арабские СМИ цитируют высокопоставленного европейского дипломата, по словам которого израильское руководство уже приняло решение атаковать объекты иранской ядерной инфраструктуры. Это не произойдет немедленно, и европейские государства ведут диалог с администрацией Дональда Трампа, чтобы выяснить, есть ли возможность дипломатическим путем предотвратить создание Ираном ядерного оружия. В Израиле отмечают, что региональные изменения последних месяцев вместе с приходом к власти в США Дональда Трампа создают редкие условия для проведения военной операции. Европейские государства не исключают, что удар может быть нанесен и американцами. В результате действий Цаля была значительно ослаблена ливанская террористическая группировка Хизбалла, что стало одной из причин падения режима Башара Асада в Сирии. В ходе последнего израильского удара по Ирану был нанесен мощный удар по иранской системе ПВО, охраняющей ядерные объекты. Еще в октябре 2024 года, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, Трамп высказался в поддержку израильского удара по иранским ядерным объектам. Цитирую: «Это цель, которую все мы хотели бы поразить», — сказал Трамп. В Израиле пока не комментируют на официальном уровне информацию о подготовке ударов по ядерным объектам Ирана. Новости на Радио Мария. Израиль настаивает на освобождении Арбель Яхуд вместе со второй группой заложниц. Сообщается, что Арбель удерживает исламский джихад, и есть опасения, что группировка не выполнит условия соглашения с Хамасом. 29-летняя Арбель Яхуд была похищена боевиками Хамас из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года. Кроме израильского, девушка имеет и гражданство Германии. Считалось, что ее брат, сотрудник Маген-Давид-Адом, также был похищен террористами. Однако в июне прошлого года было установлено, что он пал 7 октября. В пятницу, 24 января, Хамас передаст Израилю имена 4 освобожденных женщин-заложниц, 3 наблюдательниц Цаля, похищенных с заставы Нир-Оз, и еще одной заложницы, которая не является военнослужащей. В соответствии с установленными соглашением сроками, в субботу, 25 января, Хамас должен передать похищенных сотрудникам Красного Креста, которые уже передадут похищенных Цалю. Кроме того, в Израиле ожидают, что в ближайшую субботу Хамас передаст полный список заложников, которые будут освобождены на первом этапе соглашения с указанием, кто жив, а кто нет. В Израиле говорят, что есть опасения, что, возможно, не все заложники живы, и, возможно, Хамас передаст только их тела. Армия обороны Израиля заявила, что наши войска все еще находятся в секторе Газа во время прекращения огня с Хамас, но открыли огонь в ответ на несколько угроз за прошедший день. Военные говорят, что в одном из инцидентов на юге Газы военные опознали нескольких боевиков, которые представляли угрозу. По крайней мере, один из боевиков был идентифицирован армией обороны Израиля как боевик палестинского исламского джихада. Он был ликвидирован. По данным армии обороны Израиля, в других районах Газы солдаты открыли предупредительный огонь после того, как заметили приближающихся к ним подозреваемых в масках. Армия обороны Израиля полна решимости полностью выполнить условия соглашения по возвращению заложников. Цаль готов к любому сценарию развития событий и продолжит предпринимать все необходимые действия для устранения любой непосредственной угрозы солдатам армии обороны Израиля, говорят военные. Армия обороны Израиля вновь призывает палестинских мирных жителей подчиняться указаниям армии и не приближаться к нашим силам, которые находятся в этом районе, комментируют наши военные. Главные новости Израиля.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в последние дни провел совещание, направленное на организацию общественной кампании по прекращению сделки об освобождении заложников в секторе Газа после завершения первой фазы и возобновления войны, к которой он призывает. На совещании Смотрича присутствовали семьи павших в войне, а также родственники заложников, очевидно, те, кто выступает против сделки с Хамас. По словам одного из участников, на встрече основное внимание уделялось мобилизации общественной и международной поддержки возобновления боевых действий. В ответ на это офис Смотрича заявил, что, цитирую, он регулярно встречается с семьями павших и семьями заложников. Содержание этих личных бесед всегда остается конфиденциальным. Напомню, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич считает, что сделка с Хамас об освобождении заложников ставит под угрозу безопасность еврейского государства, поскольку взамен на заложников выйдут тысячи террористов из израильских тюрем. И новое 7 октября – это лишь вопрос времени. Командир батальона Хамас Бейт-Ханун Хусейн Фаяд, который, по данным ЦАЛЯ, был ликвидирован еще в мае, по-видимому, жив. На кадрах, которые появились в сетях, видно, что мужчина выступает на похоронах. Еще 24 мая армия обороны Израиля заявила, что Фаяд был ликвидирован в туннеле в ходе операции. Напомню, что ранее армия обороны Израиля уже объявляла о ликвидации некоторых командиров Хамас. Затем же сообщала, что разведданные того времени были неточными. И только что армия обороны Израиля заявила, что не смогла ликвидировать командира батальона Хамас Бейт-Ханун в мае, после того, как опубликованные кадры показали, что командир Хусейн Фаяд жив. В заявлении армии обороны Израиля говорится, что после того, как в мае Фаяд подвергся нападению, в ЦАЛе и Шабак с высокой степенью вероятности определили, что он был ликвидирован, после чего было опубликовано заявление представителя армии обороны Израиля. После дальнейшего изучения выяснилось, что данные разведки, на которые опиралось управление разведки Шабак, были недостаточно точными, заявили в ЦАЛе. Главные новости Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявляет, что начинает проводить собеседование с 3 кандидатами на должность следующего начальника Генштаба армии обороны Израиля. Кандидатами являются генерал-майор Амир Барам, нынешний заместитель начальника штаба, генерал-майор в отставке Эйяль Замир, генеральный директор Министерства обороны, и генерал-майор Тамир Ядай, бывший командующий сухопутными войсками. Процесс отбора начался после того, как начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Алеви заявил, что уйдет в отставку с 6 марта. Об этом мы говорили подробно во вчерашнем выпуске. В это же время министр обороны Исраэль Кац угрожает приостановить принятие закона о призыве харидим в армию, если закон не обеспечит сохранение, цитирую, «мира Торы». Сети постоянных ешив, которые составляют костяк ультраортодоксального общества. В ближайшие десятилетия харидим будут составлять треть населения Израиля, и их интеграция в экономику и службу безопасности страны имеет решающее значение, говорит Кац, повторяя свою позицию, что как значительный набор в армию, так и сохранение системы ешив не подлежат обсуждению. Далее цитирую. «Здесь есть возможность создать широкий консенсус. Я объявил в Комитете по иностранным делам и обороне, что если я увижу в ходе законодательного процесса, что не смогу достичь одной из 2 целей, я остановлю этот законопроект. Любой, кто говорит, что знает, как привлечь 100% харидим в армию, пожалуйста, привлекайте их», сказал Кац. И кадры, которые мы показывали нашим читателям в телеграм-канале «Радио Нария», мы покажем и сейчас на нашем YouTube-канале. В сеть попало видео, как нападавший, который позавчера в Тель-Авиве 4 людей отправил в больницу, до нападения покупает пиццу в ближайшей закусочной. Владелец заведения говорит, цитирую, «Я понял это только позже, когда вернулся домой и увидел, как в WhatsApp начали распространяться изображения. Вот тогда я и увидел фотографию террориста. Он был так близко к нам, мы видели его, мы говорили с ним», рассказывает мужчина. Он ел на улице пиццу и даже вернул свою тарелку, что делают не все израильтяне. Конец цитаты.
Напомню, что нападавший владелец американской грин-карты со второго раза прошел службу безопасности аэропорта Бен-Гурион, и его впустили в страну. Многие новые репатрианты были возмущены, что их родные, которые приезжают к ним в гости, не пускают в Израиль и депортируют в страну исхода, в то время как террориста спокойно пустили в Израиль. Новости на радио Нария. Американская авиакомпания Delta Airlines рассматривает возможность возобновления рейсов по маршруту Тель-Авив-Нью-Йорк. Еще в октябре Delta продлила отмену всех рейсов в Израиль и из Израиля до 31 марта, сославшись на продолжающийся конфликт в регионе. Напомню, что Delta отменила все свои рейсы в Израиль после нападения Хамас 7 октября 2023 года, возобновив их в июне 2024 года. Затем же снова отменила их 31 июля после ликвидации лидера Хамас Исмаила Хании в Тегеране. Юваль Рафаэль, пережившая нападение Хамас на музыкальном фестивале 7 октября 2023 года, представит Израиль на Евровидении 2025 года. В начале первого ночи 23 января стало известно, что Рафаэль победила в израильском шоу «Восходящая звезда», набрав наибольшее количество голосов судей и зрителей. Она будет участвовать в песенном конкурсе Евровидения в Швейцарии в мае. Ее песня должна быть выбрана в следующем месяце комитетом, созванным общественным вещателем Израиля КАН-11. Девушка была с друзьями на фестивале 7 октября 2023 года, когда он подвергся нападению террористов Хамас. Она выжила, спрятавшись под телами павших друзей в придорожном бомбоубежище. «Музыка – один из самых мощных компонентов моего процесса исцеления», сказала Рафаэль в финале. Девушка говорит, что хочет появиться в Европе и рассказать им историю нашей страны, о том, что я пережила, о том, что пережили другие. Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы нас смотрите по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на своих экранах. Так вы сразу попадете в наш телеграм-канал. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать нас вы можете прямо сейчас. Для этого нажмите на кнопку «Подписаться» и подпишитесь на наш YouTube-канал «Радио Нария». Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Напишите свой комментарий. Также благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в пятницу, 24 января, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.